Всем привет! Сегодня у нас расклад, что он думает о тебе сегодня. И прежде чем начать, хочу сказать одну интересную вещь. Мне, ко мне прицепилась одна странная женщина. Ну, в комментариях. Вы ее часто не видите, потому что иногда там мат, а YouTube не пропускает. И она мне постоянно пишет, чтобы я говорил своим собственным голосом, а не сгенерированным. То есть мне написали, говорите своим голосом. Я думаю, а как мне говорить своим голосом, если я своим и говорю? Вот. Вы, которые женщины не понимают в технике, да, смеяться не может яичный голос. Поэтому это мой голос настоящий. Прям вот я настоящий. Еще одна была, но я ее заблокировал быстро. Говорила то, что я — это Аня, просто с измененным голосом. А заблокировал почему? Ну, потому что я не люблю, когда кукушка летит у кого-то. Вот. Слишком много всяких слухов. Я и Анатолий, я и какой-то там сосед. Мне уже несколько женщин пишут. Я таких сразу говорю блокирую, потому что я не люблю эту ерунду. Говорят, объясню, что. Знаете, вот мне очень нравятся скептики под моими раскладами. Прям очень обожаю их. Так как они в эзотерику, в энергии, там в это все не верят, то они пытаются объяснить какими-то логичными штуками, да, что почему расклады резонируют. В итоге, знаете, какой я вывод сделал? Я Анатолий, я там кто-то еще, Леша, я еще там Гриша, я еще кто-то, который живет по соседству и наблюдает за вами. Вот вам смешно, а мне прям удивительно. Реально люди думают, что, скептики, я имею в виду, пытаются это все как-то так провернуть, что я какой-то там маньяк, который за их жизнями наблюдает. Конечно, мне же делать больше нечего. Ой. И летать из страны в страну, из города в город, за всеми женщинами наблюдать, чтобы сделать расклад. Так, давайте теперь о серьезном. Кто духом силен, кто хочет поменять свою жизнь в лучшую сторону, если у вас счастливая жизнь, сделать ее еще более счастливой, то приходите в проживание арканов. Но только если вы, если вы только готовы сделать для себя такой подарок. То есть все те, кто готов, заходят в проживание арканов, меняют жизнь. Те, кто не готов, слушают, как он покакал сегодня. Кстати, у нас сегодня этот расклад. И, как говорится, живут не своей жизнью, а его. Итак, женщине, которая говорит, что я не своим голосом говорю. Мне что сказать? Пойдите на канал, у кого свой голос, если это не мой. Вот, просто слишком много фантазий по поводу ИИ. Оно не всесильное, чтобы чтобы аж так все делать. Поэтому не надо фантазировать, живем в реальном мире. Итак, по поводу проживания арканов сказал, если хочется еще больше знаний в эзотерике без всякой шизофрении, то добро пожаловать в манифест. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Так, и я прекрасно понимаю, наступает осень, скоро она, вот-вот, поэтому скоро будет, волна
грусти будем смотреть мужиков, как они покакали, как они подумали и так далее. Ну, давайте, я думаю, что начнем наш расклад. Единички. Первые две карты сигнификация, остальное тоже парно читаем. Сигнификация, что сейчас между вами. А между вами нет ничего серьезного. Вот я тебе сразу скажу, знаешь, я бы посвятил тебе песню. Не этот мужчина, а я. И знаешь, как она называется? Вот есть такая песня «Фантазер». Ты меня называла, так вот это ты. Ну, а как я тебе по-другому эти карты скажу? Ты мужчину загадала, который, как сказать, даже близко не рассматривал вариантов отношений с тобой. И в том ключе, в каком хочешь ты. Его настрой к тебе сухой, рациональный. Он, знаешь, он вообще из тех, кто вот держит свои эмоции под замком и голову включает даже там, где вот большинство людей чувствами живут. Он, наверное, даже когда компотится, и то просчитывает все. Для него контакт с тобой встроен в его жизнь, как вот обычное спокойное знакомство, или там, может быть, там легкая симпатия, ну, не бесишь ты его. Но не более того. Никаких фантазий. Это эфемерные отношения. Обожаю слово эфемерные. Прям вот обожаю, прям вот если бы слова были какой-то вещью, то я бы эту вещь целовал. Вот. А ты сама уж добавила то, чего нет. Ты подумала про отношения, про планы, наверное, уже 2 детей ему эфемерно родила. Ты в голове выстроила сценарий, как будто это что-то к чему-то идет. Но знаешь, в чем самое смешное? Ты забыла ему об этом сказать. Он в этом не участвует. Он вообще не давал тебе сигналов каких-либо про серьезность. Ни словом, ни делом. Возможно, он тебе там, если ты коллегу заказал, 1 раз кофе принес, и все, для него это я просто принес кофе. А ты уже белую фату одела. И вот ты знаешь, я ни в коем случае не смеюсь над тобой, потому что такие люди, они же не просто так придумывают себе отношения. У них внутри пустота. И ты в роли той, кто наполнила вот это пустое пространство своими ожиданиями и мыслями. И вот от этого сейчас идет ощущение, что вот что-то есть, хотя на самом деле ничего-то и нету. Между вами пустота. Ну, если объективно говорить. Я знаю, что тебе хочется, как сказать, чтобы я тебя по головке погладил, сказал, что он тайно мечтает о тебе. Но все эти 6 карт нигде нет, что у вас отношения. Он не вкладывает туда ни планов, ни эмоций, ни будущего. Ну, ни хрена. По сути, у вас вот ничего. И этот человек сам не видит причины что-то менять. Ну, мы, конечно же, посмотрим, что он о тебе думает сегодня. Спокойно, без страсти о тебе думает. В его голове нет образа тебя, как вот женщины для семьи или там для отношений. У него вообще фильтр такой: мы просто общаемся и точка, если еще и общаетесь. Он не втягивает тебя в свой личный мир глубоко. Не потому, что ты плохая или там неинтересна, а просто потому, что он не собирается в это вкладываться. Его мысли про тебя сегодня — это то, что ты милый, приятный человек. Даже не женщина, нет, просто человек. Ты для него без пола, без ничего, просто милый, приятный человек.
интересная по-своему, но не из категории «моя женщина», ни в коем случае. И ты в этот момент уходишь сама вот в эти построения и придумываешь за него. Какие у вас могут быть там отношения, как вы смотрелись бы дома, как он мог бы там вести себя как муж. Но реальность такая, что он вообще в эту сторону не думает. Для него нет такого сценария «мы вместе», потому что он изначально поставил границу. И вот тут как раз опасность. Ты думаешь в масштабе десятилетий, а он думает в масштабе вот тут и сейчас. Его настрой к тебе сегодня, он ровный, трезвый, без погружения. А твои фантазии, они делают это общение в твоих глазах куда более значимыми, чем он есть. В чем опасность? Ты обожжешься. Мало того, что ты время теряешь, так ты еще и обожжешься, когда просто будет все так же на протяжении многого времени. Совет, совет жесткий, но совет справедливый. Отпусти это, чтобы не тянуть из воздуха то, чего нет. У вас не будет общего вместе. Карты вот прямо показывают, что это исключительно твои придумки, твои ожидания. В его реальности нет вас как пары, нет планов на совместную семью. Если будешь держаться дальше за вот эту иллюзию, то ты только время и силы потеряешь. И важная деталь, по судьбе тебе выходит совсем другой человек. Причем он моложе тебя. Ты, может, там удивишься, скажешь, там, не мое, слишком юный, но именно он и будет тем, кто принесет тебе настоящие чувства и изменит твою жизнь. Этот контакт, который ты сегодня считаешь главным, он по факту закрывает тебе дорогу к настоящему. Этот мужчина, который вот с холодной логикой, рациональный и так далее, он нужен был тебе, чтобы показать, что хватит фантазировать за других. Люди думают и чувствуют иначе, чем ты себе рисуешь. Когда его отпустишь, у тебя появится место для реальной истории. Ну, а дальше судьба сведет с тем мужчиной, у которого будет и желание, и готовность идти с тобой, как говорится, в одно целое. Но пока ты держишься за иллюзию, ты себе дороги перекрываешь туда, где тебя там ждет настоящее. Ну, а что ты хотела, чтобы я тебе наврал? Нет, за враньем на другие каналы, куда-нибудь там, где десятка мечей — это воздушная карта, а башня — это домик вы построите. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки у меня любимчики, поэтому будет с ремнем. Но не так с ремнем, как первому варианту. Ну а что я им мог сказать, если там фантазии? Я что, буду говорить, нет, это не фантазия, он тебя тоже любит тайно, плачет по ночам. Двоечки. Вы мои подружки, вы мои любимчики. Что сейчас между вами сигнификация? Ну, противоречиво все. С одной стороны, чувство есть, и этот человек видел в тебе ту, кто реально умеет задевать его сердце. Внутри у него ты связана вот сильными эмоциями, которые не просто симпатия, да, а что-то гораздо более такое глубокое. С тобой ассоциируется ощущение вот живого тепла и важности. Но на другой стороне холод разума. Он слишком много думает, он слишком много анализирует, он пытается все объяснить себе логикой. И именно вот эта логика не дает ему двигаться вперед, то есть к тебе. И что получается? У него внутри открытые чувства, но снаружи он же сам ставит рамки.
Он понимает, что если пустить вот все на эмоциях, это будет слишком серьезно. Поэтому сейчас он вот балансирует между там тягой к тебе и вот держанием дистанции. Он сам внутри себе противоречит своими вот этими качелями. Для него ты не проходная фигура, нет, но признаться в этом честно ему трудно. Поэтому между вами на сегодняшний день, когда вот, как сказал, придумали оба. Ты ждешь ясности, ясных шагов, а он в себе вот этих два противоположных сигнала. Ну, носит. Любит, но боится. Это как про ежика-то забыл. Все хочу сказать. И хочется, и колется. Вот вспомнил. Что он о тебе думает сегодня? А с тяжестью сегодня о тебе думает. У него, знаешь, сожаление есть, что многое вышло не так, как могло бы. Он чувствует, что слишком много упустил с тобой. Внутри сейчас, вот сегодня я имею в виду, тоска, такие раздумья в голове, а может уже все потеряно, может я там зря это все. Понимаешь? Вот повешенно вместе с сожалениями он показывает, что он как бы застрял. Он не двигается вперед. Не потому что не хочет, а потому что выхода не видит. Понимаешь? И он думает о тебе как вот, как сказать, что ты для него настоящая возможность, шанс на что-то большее. Но вместо этого все свелось к паузе, к потере. И вот сегодня его мысли не про легкость нифига. А вот знаешь какие? Я виноват, я не смог, я сам тормоз, и потом, возможно, будет поздно. Вот примерно вот так. Он не скажет это тебе вслух, нет, но внутри варится именно это. Борщ из сожаления, что он сделал мало, что дал паузе вот это уничтожить то живое, что между вами было. И для него ты сейчас больше как упущенный шанс. И его это вот гложет внутри. Но признать честно или там переломить ситуацию он пока не решается. Он думает сегодня вот с тоской и одновременно с тем, что слишком сложно вернуть тебе доверие, понимаешь? Какой совет? Ну, тут однозначный. Хватит все время оборону держать и жить ожиданием, что он там придет, скажет то, что тебе необходимо и так далее. Ты сейчас в позиции оказалась, где ты строишь вокруг этих мыслей свою реальность. Но карты что говорят? Твоя жизнь сейчас должна сосредоточиться на тебе, а не на нем. Карта Дед, кто не знает, это самая позитивная карта, очень сильная карта, ну, как задумывалась, да? И она вот буквально говорит о поддержке вот твоей личной дороги. У тебя есть своя миссия, у тебя есть свой путь. Ты не одна, ты не брошена. За тобой стоят силы, которые дают тебе как защиту, так и ресурсы. Я про род говорю, про хранителей рода. Но Но они же могут помочь только в тот момент, когда ты перестанешь быть вот в вечной осаде. Понимаешь? То есть пока ты ждешь, когда он появится, тебе никто не поможет. Поэтому перестань быть вот в этом режиме «я готова все терпеть, я готова ждать сколько угодно, это мой там суженый, ряженый, всем дорогам предсказан». Хватит оборону держать и дверь приоткрытой. Если человек сам не идет, закрой дверь, сквозняк. Вот сквозняк, иди и закрой дверь. Сфокусируйся на себе, на своей силе. У тебя же реально есть шанс построить жизнь, которая будет не копание вот в этом прошлом, а новая история. Понимаешь? Да, он жалеет, да, он думает, но твой фокус должен быть на том, чтобы ты не стояла с этим раненым сердцем и чудо ждала, а шла вперед в свою новую жизнь. Представляешь? Вот. А ты что думал, я по головке поглажу и скажу, он тебя любит, лелеет? Нет. Иди встань, расклад второй закончился, иди дверь закрой.
Троечки. Троечки у нас затейницы, шубутные девчулечки. Что сейчас между вами сигнификация? Ну, пауза, затянувшаяся причем. Как будто все слишком долго тянется и без понятного результата. Вот с его стороны это выглядит так, что вот он слишком много времени сидел в режиме ожидания, смотрел, как будут события развиваться, но толком ни хера не делал. И теперь у него внутри, у этого паразита накапливается напряжение. Хочется наконец-то сдвинуть дело с мертвой точки, да, разогнать вот этот застой, заставить жизнь, как говорится, поехать вперед. Но проблема в том, что у вас с ним нет единого темпа. Ты хочешь ясности, ты видишь закономерность, столько вложено сил эмоций, пора бы уже что-то определенное. А он наоборот привык эту, как ее, резину тянуть. Поэтому сейчас между вами вот похоже не на легкий роман, а на бесконечную дорогу, где каждый тянет в свою сторону. Понимаешь? А если честно, он понимает, что ваша ситуация вот-вот потребует конкретного выбора. Между вами либо должно быть развитие, или дорога приведет в тупик. И здесь он сам чувствует. Дальше так долго сидеть в ожидании бессмысленно. Так чего он думает о тебе сегодня? Это, знаешь, это смесь сожаления и неуверенности. То есть в его картине мира ты изменилась. Как будто ты уже не так открыта, как раньше. И у него такое ощущение, что ваши вот эти прежние точки опоры, они испарились, ушли. И он боится, что все окончательно рухнет. Смерть с конфликтной энергией прямо показывает, что он чувствует раскол между вами. И он думает такой: мы уже на грани. Она больше не та, что ждала меня. Там сейчас все скоро закончится. И вот это вот все. Он видит тебя таким, знаешь, такой женщиной, которая выдержала слишком много и больше не готова проглатывать вот это вот, как сказать, то, что раньше прощала. Для него это тревожный звоночек. Он понимает, что ты перестала быть мягкой, перестала быть терпеливой. Еще он думает, что сейчас хватает вот решимости самой поставить точку, если он не начнет действовать. Его мысли сегодня — это внутренний спор, я бы назвал это. Он вроде бы тянется, у него есть влечение, но одновременно он понимает, что вас как его вот в этом смерч, когда крутит в конфликте вас. Вот представь смерч, и вот вы вон там вон по нему летаете, крутит вас. Он сегодня сам в себе спорит. Продолжать или отпустить. Какой совет? Резких шагов не жди, вообще не жди. Этот человек, он будет двигаться вот медленно, осторожно, как будто вот щупает путь вот по сантиметрику, по миллиметрику. Он думает там, может думать там про глобальные планы, но в действии только постепенно, без быстрых решений. Черепаху, вот закрой глазки, представь черепаху, которая решила стать гонщиком. И вот все машины уехали, ты тоже уехала, а она идет. По пути идет, все нормально идет, но не быстро. И вот тебе сейчас важно понять, твой ориентир, он не в его сегодняшних вот этих колебаниях, а в твоих целях. Если твоя цель жить в ясности, в надежности, то смотри только на поступки. Вот как сказать, вам постоянно хочу объяснить, а вы ж не понимаете. Вот знаешь, представь эфемерные очки. Вот есть очки, вот ты сейчас без очков, да, ну или в розовых очках, без разницы. Так вот, представь очки, которые блокируют слова, блокируют лапшу и показывают только то, что делает.
Я тебе объясню, смотри. Я тебя люблю, я тебя там это, ты самая ягодка моя на свете, ягодка моя, ты прямо вот все. А ты ему такая: у меня розетка сломалась, почини. И все. Думаешь, починил? Нет. Зато ты ягодка моя. Самое главное, ягодку вовремя сказать. Вот запомните. Если меня мужчины слушают, самое главное, говорите женщинам своим: ягодка моя. Тогда розетки не надо будет чинить. Ой, извиняюсь. Так вот, будет ли стабильность? Медленная. Если, смотри, вот, а я же тебе про очки рассказывал, я забыл совсем. Прости, старость не радость, молодость не жизнь. Так вот, очки вот эти одеваешь, которые отрезают слова, и смотришь только, что он делает. Вкладывается в ваши отношения. Или в тебя так же, вот как ты в него. Если нет, то сама решай. Потому что я не могу тебе сказать то, чего хочу. Но сама решай. Нужно ли тебе такое? Карты прямо показывают, твоя вера в лучшее будущее по звезде, да, должна идти рука об руку с трезвостью. Мечтать можно, но только если параллельно ты видишь реальные шаги. Иначе это просто превращается в пустое ожидание. Не уступай в важном. Если ты хочешь настоящих отношений без вот этих вечных отсрочек, ни хрена не деланья, то уже сейчас рамку ставь. Сам он это тащить будет еще ого-го сколько долго. А твоя жизнь, она слишком ценная, чтобы растворяться в его бесконечном или там потом, или посмотрим, вот это все. Поэтому делай выводы. И, конечно же, приходи в проживание арканов. Если их можешь себе позволить, конечно. Потому что проживание арканов — это очень сильная штука. Это как расстановки. Поэтому жду тебя и заходи в магический чат. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И всегда помни, что я всегда рядом.